Сейчас Сахара кажется вечной, как будто она всегда была океаном песка и камней. Но это впечатление ошибочно. Большую часть истории человечества она не была пустыней. Еще в середине 20 века многие археологи думали, что регион почти не связан с появлением цивилизаций. Все изменилось, когда в 1960-х начали систематически изучать древние русла рек и остатки высохших озер. Спутниковые снимки показали огромные подземные палеоканалы. Потом в алжирских и нигерских пещерах нашли тысячи наскальных рисунков, которые не могли возникнуть в пустыне. На них изображены крокодилы, бегемоты, огромные стада домашних животных. Позже стало ясно, что здесь жили люди, которые оставили погребальные памятники, мегалитические круги и предметы искусства. Картина изменилась настолько радикально, что сейчас ученые называют Сахару одним из важнейших центров доисторического расселения. Появился вопрос: если здесь было так много людей и источников воды, почему мы почти ничего не знаем об их культуре? Возможно, целая глава истории спрятана под песком. Около 14 тысяч лет назад климат Северной Африки резко изменился. Началась эпоха, которую сейчас называют африканским влажным периодом. Это было время, когда прецессия Земли, смена положения перигелия относительно сезонов с периодом примерно 23 тысячи лет усилила летнее солнце. Муссоны усилились. Потоки теплого влажного воздуха стали доходить далеко на север. Сахара покрылась густыми травами, кустарниками и иногда лесами. Тогда возникли гигантские озера. Мега-Чад занимал площадь около 400 тысяч квадратных километров, почти как Каспийское море. Огромные реки текли на тысячи километров, соединяя саванны и долины. Там, где сегодня скала и дюны, паслись стада жирафов и антилоп. Археологи нашли кости крокодилов в местах, где сейчас температура достигает 50 градусов и нет воды на сотни километров вокруг. Это не был кратковременный эпизод. Влажный период длился около 9000 лет. Для сравнения, вся история письменных цивилизаций укладывается в половину этого срока. Все это время климат оставался стабильным, а вода делала регион одним из самых пригодных для жизни на планете. Около 5000 лет назад этот устойчивый климат начал разрушаться. Причина была в том же самом механизме, что его и создал. Наклон земной оси изменился снова. Летнее солнце ослабло, муссонные дожди стали реже. Но процесс не был медленным. Исследования слоев озерных отложений показали, что уровень воды падал скачкообразно. Когда дожди начали исчезать, трава и деревья засохли. Земля, лишенная растительности, стала отражать больше солнечного тепла обратно в атмосферу. Это еще сильнее уменьшило осадки. Появился эффект положительной обратной связи. Исчезновение зелени ускоряло исчезновение дождей. Через несколько сотен лет, максимум через 1000, большая часть Сахары превратилась в пустыню. Для людей, которые тысячелетиями жили на берегах озер и рек, это было катастрофой. Они потеряли воду, пастбища, охотничьи угодья. Исчезла основа их жизни. Этот климатический коллапс стал одним из самых резких изменений среды обитания за всю историю Homo sapiens. Самое странное, что эта экологическая катастрофа совпала по времени с рождением одной из первых цивилизаций – Египта. Если сравнить хронологию, конец африканского влажного периода и начало формирования крупных поселений вдоль Нила происходят практически одновременно. Обычно цивилизации возникают там, где есть избыток ресурсов. Здесь все наоборот. Катастрофа и упадок обширной территории совпадают с появлением централизованного государства. Официальная версия утверждает, что Египет – самостоятельное явление,
возникшее благодаря плодородным разливам Нила. Но есть гипотеза, что это было продолжение культуры, существовавшей на Зеленой Сахаре. Когда пастбища и реки исчезли, люди были вынуждены уйти в последнюю большую систему воды, в долину Нила. Там они сохранили традиции, знания, возможно, политические структуры и превратили их в раннее государство. Именно поэтому Египет с самого начала имел развитую архитектуру, ритуалы, социальную иерархию. Это выглядело как резкий скачок, которого не было в соседних регионах. Появилась идея, что первые египтяне – потомки переселенцев из погибшей Зеленой Сахары, которых климат загнал в узкий оазис вдоль реки. Древние египтяне не считали себя первыми. В их собственных хрониках история Египта уходила в прошлое гораздо дальше времен первых династий. Абидосский список царей, высеченный на стене храма Сети I, содержит перечень правителей, который начинается задолго до фараонов. Туринский папирус, найденный в XIX веке, описывает еще более длинную историю царей. Там упоминаются правители, якобы жившие десятки тысяч лет назад. Палермский камень тоже фиксирует имена божественных царей. Современные египтологи делят эти имена на мифических и реальных, считая, что первые просто легенды. Но в самих древних текстах такой границы не было. Для авторов это был один непрерывный ряд правителей. Они не писали, что одни жили на небе, а другие на земле. Это были предки, которыми они гордились. Ни один из этих документов не связан прямо с Сахарой, но важен сам факт. Египтяне видели себя как продолжателей более древней цивилизации. Это согласуется с гипотезой, что население Нила пришло откуда-то, где культура и сложное общество существовали задолго до исторических времен. В религиозных текстах египтян есть одно любопытное упоминание – загадочная земля Запада. Ее называли местом, куда отправляются умершие, но описание не похоже на пустыню или просто загробный мир. В книге мертвых эта страна представлялась как обширные плодородные поля, каналы, цветущие растения, большие водоемы. Ее называли полями тростника или полями Иалу. Официально считается, что это символический образ вечного изобилия. Но для народа, который жил в окружении пустыни, память о цветущих ландшафтах могла быть культурным воспоминанием о реальном прошлом – Зеленой Сахаре. Археологи и этнографы находили у народов Сахеля аналогичные мифы о стране рек, которая куда-то исчезла. Возможно, эти описания в заупокоенных текстах возникли не только из мечты о рае, но и из коллективной памяти о времени, когда предки египтян жили среди озер и болот, где было много дичи, воды и пастбищ. Такой ландшафт действительно существовал, пока климат не изменился. Сведения о том, что в Сахаре были обитаемые земли, сохранились и у античных авторов. Птолемей в своем труде «География» упоминал о реках и озерах, расположенных далеко к югу и западу от Египта. Он описывал территории, которые современные исследователи считали мифом, пока спутниковая съемка не подтвердила существование древних русел рек и палеоозер именно там, где указывал Птолемей. Плиний Старший писал о стране гарамантов, народе, который якобы жил среди садов и водоемов сердца Сахары. Геродот упоминал о народах, ведущих оседлый образ жизни в центральной части пустыни. Эти упоминания долго считались фантазией или пересказами слухов, но в 20 веке стало понятно, что некоторые из этих описаний совпадают с древними ландшафтами. Палеогидрологические исследования показали следы огромной палеореки Таманрассет и системы озер Фетцана. Геологи восстановили картину. Тысячи лет назад
В тех местах действительно были водные ресурсы, которых хватало для больших поселений. Античные авторы, вероятно, использовали более старые сведения, передававшиеся торговыми путями и уцелевшие в устной традиции. В глубинах Сахары найдено множество памятников, которые не вписываются в представление о регионе как о вечной пустыне. В Ливии на плато Месак-Сетафет археологи обнаружили курганы и каменные сооружения возрастом более 6000 лет. В некоторых курганах были погребены люди вместе с украшениями, сосудами и орудиями. Такие сложные ритуалы не характерны для кочевников, живущих только охотой. В Алжире и Нигерии исследовали участки с остатками каменных поселений и мастерских по изготовлению орудий. В некоторых местах были найдены фрагменты керамики и признаки хранения пищи, что указывает на оседлый образ жизни. В Тибесте, в Чаде, сохранились древние каменные гробницы. Там же нашли петроглифы с изображениями стад крупного рогатого скота, которые невозможно было разводить без пастбищ и воды. Датировка этих памятников показывает, что они относились к периоду Зеленой Сахары и существовали до ее полного высыхания. Эти находки свидетельствуют, что люди здесь строили ритуальные и хозяйственные сооружения, хоронили умерших с обрядами и имели социальную организацию, более сложную, чем у разрозненных племен охотников. Одно из самых необычных мест Древней Сахары – Габеро, на территории современного Нигера. Это высохшее озерное дно, где сохранились кладбища, стоянки и останки целой культуры, процветавшей между 10 и 5 тысячами лет назад. Здесь археологи нашли более 200 скелетов, многие погребены с ритуальными украшениями, ожерельями из раковин, бусинами, амулетами. Некоторые захоронения уникальны. Например, женщина с ребенком, лежащая под общим покрывалом из цветов. Это один из древнейших примеров столь трогательного погребального ритуала. В могилах обнаружили красную охру, характерный элемент символических обрядов. На стоянках нашли каменные наконечники копий, рыболовные крючки, гарпуны, грузы для сетей и остатки больших деревянных лодок. Все это говорит о жизни вокруг озера, богатого рыбой и дичью. Габера – пример, что люди Сахары не были кочевниками без постоянного уклада. В Алжире находится одно из крупнейших собраний доисторического искусства – Тесселин-Аджер. Это обширное плато из песчаника, где сохранилось более 15 тысяч наскальных рисунков и гравировок. Их возраст оценивают до 12 тысяч лет. На этих изображениях нет ни намека на пустыню. Люди рисовали зеленые саванны, пастбища, реки, крупную дичь. Особенно примечательны сцены с домашним скотом, быками, овцами, козами. На некоторых изображениях люди водят их на веревках, доят, приносят в жертву. Есть сцены охоты с луками и гарпунами. Встречаются изображения людей в сложных одеждах, с накидками, головными уборами и украшениями. Некоторые фрески показывают ритуальные танцы, где десятки фигур расположены в правильных рядах. Есть сцены, которые можно трактовать как церемонии посвящения или жертвоприношения. На росписях встречаются странные фигуры с непропорционально большими головами и необычными масками. Их называют боги Тасселин. Такие сцены вряд ли могли возникнуть в культуре кочевников-охотников. На глубине Нубийской пустыни Египта археологи нашли памятник, который называют самым древним астрономическим комплексом Северной Африки. Это Напта-Плайя, место, где около 9500 лет назад люди создали мегалитический круг, похожий на миниатюрный Стоунхендж. Его каменные плиты
точно ориентированы по направлению летнего солнцестояния. Помимо каменного круга, в Наптаплае нашли сотни могил и ритуальных сооружений. Это были погребения крупного рогатого скота, что говорит о важной роли скотоводства и культовых жертвоприношений. Здесь же обнаружены сосуды и фигурки, вероятно, связанные с обрядами. Исследователи считают, что памятник служил не только календарем, но и центром сезонных встреч общин. Уровень астрономических знаний у этих людей был таким, что они могли отслеживать циклы Солнца и планировать скотоводческий цикл иммиграции. Комплекс Наптаплая старше египетских пирамид минимум на 4000 лет. Великий сфинкс у пирамид Гизы – один из самых известных памятников на планете. По общепринятой версии, его создали около 2500 лет до нашей эры, при фараоне Хефрене. Но есть гипотеза, которая ставит под сомнение эту датировку. Геолог Роберт Шох в 1990-х годах провел детальный анализ эрозии скальных блоков сфинкса и его ограждения. Он пришел к выводу, что глубокие вертикальные борозды не могли возникнуть только от песчаных бурь. По его мнению, они больше соответствуют водной эрозии, воздействию длительных и мощных дождей. Если эти следы действительно оставлены водой, то их образование невозможно в последние 4500 лет, когда климат Египта уже был сухим. Последний период обильных дождей в регионе закончился около 5000 лет назад, в конце Зеленой Сахары. Это значит, что часть сфинкса или даже весь монумент может быть значительно старше династического Египта. Подобная версия ставит серьезные вопросы. Кто тогда его построил, если не цивилизация фараонов? Официальные египтологи отвергают гипотезу Шоха, но до сих пор нет надписи или артефакта, который точно датировал бы время сооружения сфинкса. Этот вопрос остается открытым и крайне спорным. Археогенетика за последние 20 лет дала много данных, которые показывают движение людей через Сахару в эпоху ее золотого расцвета. В Марокко, в пещерах Тафаральт, извлекли ДНК людей, живших около 15 тысяч лет назад. Их геном оказался смешанным, в нем есть признаки субсахарских популяций и ближневосточных линий. Это значит, что в Сахаре существовали маршруты обмена генами и культурой задолго до исторических государств. Анализ древней ДНК показывает, что часть этих линий прослеживается у жителей Нила. Это подтверждает миграцию населения на восток после начала засухи. В костях людей, живших на территории Древнего Египта, уже в эпоху фараонов находят гаплогруппы, характерные для древней североафриканской и сахельской зоны. Исследования митохондриальной ДНК и Y-хромосом также показали, что древние жители Сахары имели широкие связи. Линии происхождения включали ветви, идущие через Сахару до Западной Африки и в сторону Леванта. Эти данные не говорят прямо о цивилизации, но ясно показывают, что регион был частью плотной сети расселения, торговли и культурных контактов, которые исчезли вместе с озерами и пастбищами. Не все ученые согласны с идеей, что в Сахаре существовала настоящая цивилизация, сопоставимая с Египтом или Шумером. Главный довод скептиков – отсутствие доказательств крупных городов, архитектурных комплексов или письменности. Даже самые богатые памятники Габера, Наптаплая, Тасселин-Аджер показывают организованные сообщества, но неясно, были ли у них развитые административные центры. Аргументируют и тем, что мегалитические постройки не обязательно свидетельствуют о государственности. Например, многие каменные круги Европы строили не цивилизации в привычном смысле, а сложные племенные союзы.
К мифологическим спискам царей Египта историки относятся осторожно, считая, что огромные хронологии отражают религиозные концепции, а не документальные данные. Туринский папирус сам по себе поврежден, его трактовки сильно расходятся. Абидосский и палермский камни фиксируют древние имена, но без сопроводительных фактических описаний. Скептики подчеркивают, что память о стране Запада и зеленых землях могла превратиться в миф, утратив связь с реальными событиями, и что пока нет ни одного обнаруженного города, который однозначно показал бы наличие централизованного государства в Сахаре до Египта. Главная причина – размер и сложность региона. Сахара занимает 9 миллионов квадратных километров. Это больше площади Бразилии. По оценкам археологов, современными методами обследовано меньше 1% территории. Огромные пространства никогда не видели даже базового наземного исследования. Есть и практические препятствия. Большая часть Сахары экстремально труднодоступна. Температура днем доходит до плюс 50, ночью падает ниже нуля. Воды нет, дороги отсутствуют. Логистика раскопок требует масштабных ресурсов. В некоторых странах ситуация осложняется политикой. Ливия десятилетиями была закрыта для международных проектов. В Мали и Чаде действуют вооруженные группы, поэтому целые районы недоступны. Даже в стабильных государствах вроде Алжира на исследования нужны огромные бюджеты и разрешения. Из-за этого многие памятники ученые видят только по спутниковым снимкам. Локальные экспедиции добираются до них раз в десятилетие. Глубокое сканирование и раскопки практически не проводились. Это создает парадокс. Регион, где тысячи лет существовали люди, до сих пор остается самой малоизученной большой территорией Старого Света. В последние годы появились инструменты, которые могут изменить картину изучения Сахары. Первое. Спутниковая съемка высокого разрешения. Аппараты программы Landsat, спутники миссии Sentinel и коммерческие спутники позволяют фиксировать изменения цвета и структуры поверхности, указывающие на древнее русло рек, очертания стен и курганов под песком. Второе – лидар. Эта технология работает так. Лазерные импульсы сканируют рельеф под любыми препятствиями, включая растительность и слой рыхлого песка. Так нашли десятки скрытых курганов и возможных мегалитических структур в Алжире и Ливии. Третье – георадар. Им пользуются в ограниченном объеме, но он дает возможность просвечивать грунт на глубину нескольких метров, выявляя фундаменты, каменные платформы и могильники. Есть планы крупных проектов, где эти методы должны применяться системно. Например, в рамках инициативы Национального географического общества планируют составить цифровую карту палеорельефа Сахары. Если это удастся, можно будет выявить сотни объектов, которые пока скрыты под песками. Это не значит, что там точно есть города, но даже обнаружение новых мегалитических комплексов или поселений способно радикально расширить представление о прошлом региона. Некоторые экспедиции уже начали использовать новые технологии для поиска следов древних обитателей Сахары. В 2010-е годы международная группа под эгидой Европейского космического агентства провела съемку палеоканалов в Восточной Ливии. Они обнаружили десятки русел, уходящих под дюны. Эти русла могли быть путями миграции и торговли. В Алжире запускают проекты по созданию трехмерных моделей районов Тасселин-Аджер с помощью лидаров. Исследования надеются обнаружить очертания поселений рядом с известными скальными галереями. Есть планы подключить георадар, чтобы искать под песком курганы и захоронения, не повреждая поверхность. Часть проектов финансируют частные фонды, заинтересованные в сохранении культурного наследия. Одна из задач –
создать карты, которые смогут использовать будущие экспедиции, когда политическая обстановка станет более стабильной. Если эти работы продолжатся, в ближайшие десятилетия мы можем получить совершенно новую археологическую карту Сахары. Возможно, на ней появятся места, о которых пока никто не знает. Даже без открытия мегаполисов это будут доказательства, что здесь существовали сложные, долговременные формы общественной жизни, исчезнувшие вместе с водой. Сходство между культурами Древней Сахары и народами долины Нила заметны не только в генетике и археологии. Исследователи этнографических традиций обращают внимание на устойчивые элементы орнаментов, ритуалов и укладов, которые могли сохраниться в более поздних цивилизациях. Например, изображения священных коров и быков с ритуальными украшениями встречаются и в наскальных росписях Тассилин-Аджер, и в религиозных сценах Древнего Египта. В обоих случаях скот играл роль не только пищи, но и символа статуса и связи с божественным порядком. В некоторых группах Сахеля сохраняются мифы о стране рек и болот, которая когда-то исчезла. Эти предания рассказывают о великом исходе предков в поисках воды. Похожий мотив есть в египетских текстах о пути душ на запад, к полям Иалу. Ряд исследователей считает, что украшения из раковин и определенные виды бусин, найденные в могилах Габера и Наптоплая, имели ту же символическую функцию, что и аналогичные предметы в ранних захоронениях Египта. Такие параллели не доказывают прямое происхождение одной культуры от другой, но показывают общую символическую и хозяйственную среду, из которой могли вырасти разные общества. Резкое опустынивание Сахары стало переломным моментом для целого региона. Массовая миграция людей началась, когда высыхали последние озера и исчезали пастбища. Это движение продолжалось столетиями и привело к формированию новых центров жизни. Одним из самых главных направлений исхода была долина Нила. Там сохранялся постоянный источник воды, ежегодные разливы реки. Это давало шанс адаптировать традиционное скотоводство и земледелие к новым условиям. Многие археологи считают, что именно этот приток людей с опытом оседлого хозяйства и строительных практик стал важным фактором в становлении египетского государства. Коллапс климата изменил и географию торговли. Исчезли маршруты, которые соединяли северные районы с западом и центром континента. Регион, где тысячи лет процветали оседлые культуры, превратился в барьер, разделивший Северную и Субсахарскую Африку. В масштабах истории это событие сыграло ту же роль, что и оледенение в Европе или засуха в Месопотамии. Оно разрушило старый порядок и запустило цепь перемен, которые повлияли на формирование цивилизаций. Сахара сегодня кажется мертвой и неизменной, но данные археологии, генетики и геологии показывают, что это впечатление иллюзорно. Когда-то здесь была огромная система озер, рек и пастбищ, населенная людьми, которые строили мегалиты, создавали искусство, хоронили умерших с обрядами и, возможно, передавали знания, ставшие основой будущих цивилизаций. Мы знаем, что миграция в долину Нила совпала с рождением Египта. Мы знаем, что в Сахаре остались руины ритуальных и хозяйственных центров. Мы знаем, что память о зеленых землях сохранилась в мифах, легендах и религиозных текстах. Но большинство этой истории до сих пор скрыто под песками. Менее 1% территории изучено современными методами. Там могут быть мегалитические комплексы, поселения, курганы, надписи, которые изменят представление о прошлом Северной Африки. Искренне уверен, что это лишь вопрос времени, технологий и упорства исследователей.
Возможно, Сахара действительно хранит целую забытую цивилизацию, которая исчезла не потому, что была слабой, а потому что климат в несколько веков уничтожил ее основу – воду и землю.